Всем привет! Мой сегодняшний обзор в большей степени будет интересен любителям беспроводных наушников-вкладышей. Сегодня в видео я расскажу о модели FlyBuds C2 от компании 3Bit. Данные наушники продаются на Алиэкспрессе по цене в плюс-минус $35, и помимо своего классического форм-фактора могут порадовать любителей формата поддержкой аудиокодека aptX. В заводской упаковке помимо кейса с наушниками можно найти коротенький кабель для зарядки и мультиязычную инструкцию. В принципе ничего необычного, стандартный комплект для вкладышей. Зарядный кейс выполнен из матового пластика и в своей конструкции имеет четырехточечную светодиодную индикацию. К сожалению, про емкость аккумуляторных блоков футляра и самих наушников производитель решил умолчать. Однако визуально по световым точкам примерно можно понять количество оставшегося заряда. Решение хорошее, удобное и, как по мне, лучше отражает текущую картину, нежели разноцветная одиночная лампочка. Тем более, что фирменное приложение для этих наушников отсутствует. Подключение гарнитуры к смартфону происходит по открытию крышки кейса. За связь отвечает Bluetooth модуль версии 5.2. Петля крышки пластиковая, без доводчика и фиксатора. Люфт имеется как в открытом, так и в закрытом состояниях, что немного неприятно. Никаких кнопок активации и сброса на корпусе футляра нет. Принудительно отключить или перезагрузить наушники можно посредством удержания пальцев на сенсорных областях гарнитуры в течение 10 секунд. В отличие от зарядного кредла, сами наушники полностью глянцевые. По своей форме и внешнему виду они очень напоминают вкладыши от Vivo. Поэтому, если кому-то когда-то последние подходили по посадке, эти также прекрасно зайдут. Лично у меня с глянцем дружба сложилась не очень, поэтому я уже давно обзавелся вот такими вот силиконовыми насадками. Эти штуки можно купить на Алиэкспрессе за копейки, и они реально спасают. При этом сами наушники при таких манипуляциях встают на зарядку исправно. Однако крышка кейса в данном сценарии закрывается уже не совсем до конца. Тем не менее, как вариант, такое использование вполне имеет место быть. На внешних торцах в районе сенсорных областей в наушники встроены диоды состояния. Они горят лишь в процессе зарядки и при первичном сопряжении. Во время работы все гаснет. В силу того, что программы для настройки у наушников нет, все жесты управления зашиты здесь на постоянку. Одинарное касание как действие отсутствует, оттого с мискликами можно попрощаться. На двойной тап по любому из наушников назначена функция плей-паузы, а в режиме телефонного звонка по данному действию можно поднять трубку или завершить разговор. Тройное касание правого наушника позволяет переключать композиции вперед, а вот обратной функции на то же действие по левому мы решили не ставить. Вместо этого вызывается голосовой ассистент. При всем при этом гарнитура может похвастать регулировкой громкости. Если нажать и удерживать сенсор правого или левого наушника, то громкость будет постепенно прибавляться или убавляться соответственно. И вот такая реализация в моем рейтинге удобства находится на втором месте после слайда вверх-вниз. В общем и целом можно сказать, что управление здесь почти полноценное, что в свою очередь не может не радовать. Не хватает и разве что датчиков автопаузы, хотя кому-то они и вовсе не нужны. К сожалению, никакими дополнительными функциями по типу мультипоинта или игрового режима данную модель не наделили. Хотя надо признать, результаты по играм в целом сносные. Погонять партийку другую в PUBG Mobile или Call of Duty Mobile можно без проблем, но это точно не вариант для профи-игроков. А вот при онлайн просмотре видео звук от картинки на слух не отстает. Так что в данном сценарии их можно использовать по полной. Что же касается непосредственно звука, то по классике жанра супербасом наушники не обладают. Однако здесь есть один нюанс, все еще во многом будет зависеть от посадки. В определенных положениях я своими ушами ловил очень хорошие низы. Аппаратно за звучание здесь отвечает 13-мм динамический драйвер, а кодировку обеспечивает чип Qualcomm QCC3040. Старший кодек для работы обычный aptX, помимо которого есть поддержка AAC и SBC. Наушники звучат очень чисто и насыщенно. Несмотря на умеренность в области низких частот, баланс по регистрам здесь хороший. Ярко выраженные скачки и резкие переходы полностью отсутствуют. Музыка льется плавно, без перегрузов. Средние частоты прекрасно передают вокально-инструментальную составляющую, а верхушки лишь подчеркивают и придают выразительности общему звучанию. Детализация здесь хорошая. Если же говорить об уровне общей громкости, то запас в наушниках есть. Тихими их назвать сложно. Как обычно, свой тест автономности я проводил на 100% громкости по максимальному аудиокодеку aptX, и мой результат составил 5 часов и 47 минут. И это отличный показатель, учитывая условия. Ну а теперь, после всего вышеизложенного, пора переходить к тестам встроенных микрофонов. Как по мне, они здесь весьма и весьма неплохие.
Ну что ж, друзья, пришла пора проверить на работоспособность микрофона в наушниках 3-bit FlyBuds C2. Вот так вот называется данная моделька. Это у меня традиционный автомобильный тест, который проходит в сети, весь наушники в моих обзорах. И, собственно, сейчас можно слышать, как отрабатывают микрофоны в сценарии с закрытыми окнами. Ну и не изменяя традициям, я эти окна с двух сторон сейчас открываю на полном ходу. Тем самым запускаю сюда порывы ветра и тем самым нагружая наши микрофончики по полной программе. Есть по дороге от проезжающих мимо автомобилей, утро, проспект Мира. Вот каким-то таким вот образом отрабатывают здесь встроенные микрофоны. Друзья, ну вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках 3-bit FlyBuds C2 уже на такой вот тихой, спокойной улочке. Машины практически здесь не ездят. Вот сейчас мимо меня будет проезжать автомобиль. Ну а так, сегодня тихая, солнечная такая погода, ветра нет, рядом вот со мной по левую руку парк, и, собственно, вот в таких вот спокойных условиях можно примерно прикинуть, как тебе будет слышать собеседник. Друзья, ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов, также на улице, но уже под сильной нагрузкой. Подо мной сейчас проезжает товарный поезд, с правой стороны есть автомобили, дует в уши еще такой более-менее такой сильный ветер порывами, то есть как бы можно примерно прикинуть, как при сильной нагрузке эти наушники, а точнее их микрофоны отрабатывают. То есть вот так вот примерно вас будет слышать собеседник, если вы будете вот в какой-то такой локации находиться и разговаривать с ним по телефону. Ну и подводя сегодня некий итог по FlyBuds C2, могу сказать, что в целом данная модель получилась весьма годной. Хорошее громкое звучание вкупе с почти полноценным управлением, а также возможность использования наушников в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Это уже тот самый минимум, что необходим в большинстве случаев для повседневного использования. Из минусов, пожалуй, бы отметил отсутствие приложения хотя бы для перенастройки жестов, а также было бы неплохо иметь хотя бы переключаемый мультипоинт. Опция сейчас многими востребована, да и конкуренты такое уже давно предлагают. Во всем остальном же мне наушники понравились. Кстати, и связь по квартире они держат стабильно, несмотря на преграды в несколько стен. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Все, что хотел по данной модели, я сегодня рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в следующих моих обзорах. Пока-пока.